Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я расскажу вам историю мальчика Миши Соколова. За его судьбой я уже слежу несколько лет. От него сразу после рождения отказались биологические родители. Долгих 5 лет он прожил в детском доме наедине с очень редкой болезнью – артроглифозом, неподвижностью рук и ног. Вы сейчас видите на экране, как Миша передвигался раньше. Он лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувший нос. Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. Миша был очень маленький, не мог сидеть, передвигался, как гусеница. А когда садился на стул, то его привязывали пеленкой, чтобы он не упал. Однажды в программе «Пока все дома» Мишу увидела будущая приемная мама Лия Соколова и сразу захотела его забрать. Но врачи предупредили – мальчик ходить не будет, двигать ручками не будет и вряд ли даже будет сидеть. Но вопреки прогнозам врачей Миша смог встать и пойти. Смотрите прямо сейчас эту невероятную историю мальчика Миши и его героической мамы Лии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии. Это вдохновляющая история еще раз подтверждает, что невозможное возможно. Знакомьтесь, пока все дома. Это Миша. Миш, поздороваемся со всеми, скажем здравствуйте. Подойдем к нему, разбудим и посмотрим, что же будет. Быстро ходишь, Миш. Очень. Мам, давай ускоримся. Опять красиво. Миш, ты очень много перенес операций. В общей сложности сколько, ты помнишь? 13 где-то. 13 операций. Где-то На ручках, на ножках. Да, И очень много перенес боли. да. Вот что для тебя такое боль? Вот как бы ты объяснил это своими словами? И как ты с ней справляешься? Потому что ты же перед каждой операцией понимаешь, что будет снова боль, да? Там после операции. Боль – это просто отрывок времени, который со временем пройдет, он не останется на всю жизнь, и это надо понимать. И если у тебя какая-то операция происходит, радуйся, если она как-то тебе будет помогать в жизни. И даже если она не помогает, понимай, что ты останешься жив. Жизнь – это прекрасно. У него огромная воля к жизни и большое просто жизнелюбие. Он оптимист. Парень очень самостоятельный, независимый, он стремится к независимости. Хотя он часто еще нуждается в помощи, он предпочитает обходиться сам. Я сам. Подождите, я сам. Лия, ты помнишь тот день, когда ты первый раз увидела Мишу? Как он выглядел? Где ты его увидела вообще? Я подрабатывала в травматологии в детской. Я тогда была акушерка, но подрабатывала в детской травматологии. Я пришла на свою вечернюю смену с 4 до утра. Захожу в палату, в первую же палату. И так в углу палаты железная коечка с такими железными прутьями. И там лежал Мишка. На тумбочке рядом, на больничная каша холодная, ложка стоит, чай нетронутый. Вокруг мамы, каждый со своими детками, а он один. И я помню, я подошла и говорю: мама, а где мамаша? Ребенок не кормленный, видно. Да. Видно, что подушка мокрая от головки, температура, по всей видимости, была. Открыла одеялко, там тоже давно все нужно было убирать и менять. Ну и одна мамочка говорит: да это с детдома, их привозят и вот оставляют, оперируют детей. Я тогда к нему подошла и говорю: как тебя зовут? Я только над ним нагнулась, он сразу заплакал. Я его хотела было, как вот деток же берут сразу, чтобы прижать, покачать. Я к нему руки, он еще громче. Я ему потом говорю: ты хочешь кушать? Он как зверек. Он был малюсенький, я его забрала, когда с детского дома, с 4,5 годика ему было, он весил около 7 килограмм. Вот такая головка, вот такие глаза, вот такие ручечки и какой-то гипсовый футляр, в который он был оформлен после операции, и перепуганные глаза. Я говорю: хочешь кушать? Он, ну там не улыбки, там просто вот такой, он похож был на какого-то вот ежика скорченного.
Я говорю, будешь кашу самовижену, чем там кормить? Он показывает, нет. Я говорю, подожди. Я помню, я как сиганула, там этот забор был между больницей и дом такой, и где-то под домом магазинчики. Я помню, купила ему, сейчас до сих пор помню, как я ему делала яблочное пюре, яблочный сок, ну и какую-то сладость. Принесла, и этим пюре его кормлю. Он так его ел, до сих пор это любимое его яблочное, вот никакие не груши, ничего, вот яблочное пюре. И смотрю, повеселел. Я к нему руки, он уже все. Он пошел ко мне на руки. Я его, конечно, отнесла в санитарную комнату, отмыла, переодела. Ну и так прикипеть. Миш, давай вспомним твое детство. Давай. Что ты помнишь из своего детства? Когда вроде второй раз мама пришла ко мне в палату и принесла мне какой-то там игрушечный планшет, в который я очень долго тогда играл. И потом принесла мое любимое на данный момент блюдо даже, яблочное пюре. А ты не помнишь, вот, ну, все-таки, знаешь, незнакомый человек к тебе приходит, что-то там предлагает. Вот насколько у тебя, ну, если ты это, конечно, помнишь, было доверие к ней сразу? Или ты еще так, ну, как бы У сомневалась? меня к маме было сразу доверие. Ты можешь нам с Ёжиком рассказать про твою любимую воспитательницу? Ее как зовут? Лида. Если Лида пришла грустная, что ты делаешь, чтобы у нее настроение стало хорошим? Да, она никогда не грустит. Никогда не грустит. У нее всегда хорошее настроение. Так, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь грустишь? Это, наверное, не просто любовь. Я не могу даже понять, у меня что-то такое было внутри. Наверное, все-таки это было связано с тем, когда мой кровный Миша в 3 годика перенес 4 операции. После второй врач вышел, сказал, что он не выдержит, он умрет до утра. И я помню, как я молилась, говорила, Господи, сохрани моего сына, я исполню вот все, что ты мне пошлешь, любое испытание. Ну, просто не забирай его. И я когда посмотрела на Мишу, наверное, это не любовь была с первого взгляда. Он до того был похож на моего Мишу. Это такие же русые волосы, такой же широкий лоб. И я вспомнила Мишу своего в секунду. И у меня была единственная мысль, я ее хорошо помню и буду помнить, что моему Мише было легче, была я рядом. И я вижу вот это дитё мокрое, испуганное, с вот этой кашей холодной. И вот это вот все вот в голове. Тогда я не думала ни о какой любви. Я его накормить просто хотела, переодеть. А потом началось защитить. А потом началось понимание, что он никому не нужен, а мне он уже почему-то был нужен. Ле, а какой прогноз давали врачи, когда вы забирали Мишу? Что они говорили? Они говорили, что эта болезнь неизлечима. Тем более в Мишином случае у него самая тяжелая стадия артрогриппоза, запущенная, потому что уже прошло 4,5 года на тот момент. Какие-то коррекции делаются спустя 3 месяца после рождения. У него уже были искажены пальцы сильно на ногах, на руках. То есть артрогриппоз – это поражение всех суставов. Да, это правильно? поражение суставов, Ручки, но ножки. оно бывает у некоторых деток в основном в ручках, бывает в одной ножке где-то, то есть это суставы. Но самое страшное и коварное в этой болезни – атрофия мышц. И у Миши произошла полная атрофия и ног, и рук. И я скажу еще, когда я его забирала из детдома, я зашла в группу, он сидел в стульчике, привязан пеленкой. Потому что у меня где-то фотография есть, потому что он не владел своим телом. Вообще он был лежачий, Мишка. Он даже в детском доме чаще всего лежал в кроватке, там, где лежат детки, не сидят. По лесу идет, купает. Так, это вы так всегда так. перетаскиваете, да? Да, на коляску вообще мне приходится ногой, потому что у меня уже не хватает силы прям, поднять если на весу. Ну вот он где-то и Миш, ты сам сколько помогает. килограмм? Сколько я вижу? 38, наверное. Нет, давай лучше не так. Вот так, если сесть. Мам, могу пододвинуться чуть-чуть? Вот так. Вот так. Так, ну туда уже мне сил не хватит. Я смогу доползти. Я помню, как его везла домой, он все равно боялся.
Он ехал со мной и говорит: а куда ты меня везешь? Я говорю: домой, теперь у тебя будет дом. Говорит: а что ты там со мной делать будешь? Он Миша ж хорошо разговаривал. да, Что ты да. будешь со мной делать? Я говорю: не больно тебе не будет. Он говорит: а мне ничего там не сделают больного. Он переносил вот эти операции. Если его вывозили с детдома, то Это это значит, на обязательно операцию. больница на операцию, все эти боли. Он никогда не видел кошку, он понятия не имел, что такое. Он увидел кошку, он испугался. Тоже я помню, его принесла домой, дети его окружили. Он вот так вот, как зверечек. Я ему тогда блины напекла и со сгущенкой. Я говорю: на, он говорит: я это не ем. Так еще мне. Я говорю: Мишка, ну ты попробуй. И как раз ему в ротик, а он: сгущеночка. Говорит: давай еще. Говорит. Вот я в такие моменты уже сколько, уже будет 10 лет в апреле, как Мишка со мной. И я вот такие мелкие моменты, они в памяти. Он еще мне говорит тогда: ты убери куда-нибудь, спрячь ее, а то вот эти вот все съедят. Короче, у него был такой страх, вот, что что-то заберут, что-то съедят, такой вот. А вот тот момент, когда ты приехал домой, помнишь? Или уже не очень Помню. важно? Когда тебя встречали братья и сестры? О, помню. Да, расскажи, как это было? Ну, во-первых, когда ко мне кто-то подходил из братьев и сестер, я поначалу плакал, потому что, незнакомые для меня уже новые прям люди. Ну да, понятно. Потому что это когда с мамой, это был второй раз, когда я встретился. Так. А в первый раз вижу братьев и сестер, конечно, я плакал, но потом потихоньку привык, мне они постоянно приносили то еду, то что-нибудь еще, то попить. Потому что я худенький был тогда. Ты был худенький и маленький, да? Скажи, у тебя с ними сразу сложились отношения? Не было у них какой-то ревности к тебе? Ну вот как появился Нет. какой-то мальчик, за которым мама постоянно ухаживает? Нет. То есть этого вообще не было? Миша, Не тебе было. очень повезло. У тебя же их 4, правильно? 4. 2 брата, 2 сестры. Лея, что-то известно о родителях? О, это была очень интересная история. Известно. Мишу, насколько мне известно, Мишу передали все бумаги с детского дома. Там его оставили прямо в родильном доме. 26 дней он лежал в родильном доме, и органы опеки уговаривали. Просто я по бумагам поняла, там отказы, уговаривали родственников. Это вполне себе нормальные бабушки, дедушки, дяди, тети. Это не просто там молодая мамочка родила, мамочка нормальная. Никакие это не неблагополучные, абсолютно нормальные. Когда я первый раз повезла Мишку в Германию, мы поехали с надеждой, что ему с ножками помогут. Тогда сделали Мишке стопы, они же у него были вообще, их просто не было, там даже кожу пересаживали, чтобы их распрямить. И тогда у меня была еще соцсеть «Одноклассники». И мне в «Одноклассниках» там на аватарочке пусто, но мне просто пишет женщина, как мой мальчик. Я подумала, это какая-то нянечка с детдома. Они Мишку все там, в доме малютки, они к нему очень хорошо относились. Просто понятно, 30 детей и одна няня на всех 30. Ты там хоть залюбись, ты не... тем более за таким тяжелым ребенком. Я думаю, ой, наверное, какая-то нянечка. Я давай перед ней распинаться. Я ей все рассказала. Как там оперировали. Я ей послала все фотографии. Такая дура. Она мне потом пишет: как же я иногда вспоминаю и очень сожалею, что все так случилось. Говорит, мне бы хотелось приехать к вам. Я говорю, зачем? Она говорит, извиниться перед Мишей. И тогда меня как током прошибло. Что это мама, да? Она мне написала такие слова. Я Мишина мама. И когда я прочитала эти слова, я Мишина мама, я как тигр за своего ребенка. Я пишу, у Миши есть мама, это я. У Миши есть братья и сестры. Он не один, как я его нашла в больнице когда-то в засохшем памперсе и голодного с остывшей едой на тумбочке. Я говорю, у него есть любящая семья. Все. Проходит время. Все, она прекратила писать. Проходит время. Я-то дура, я ж тогда и WhatsApp свой дала, и все, я ж в Одноклассниках выложила все, что только можно выложить. Проходит какое-то время, мне приходит от нее письмо в WhatsApp. И, значит, она мне пишет,
Понимаете, говорит, вот у меня была просто сложная ситуация. Ну, у Миши вот есть старший брат. Миша родился просто от человека, с кем у меня там не было будущего. В общем, ну какое-то Ну вот да. это все Да, рассказывает. свои какие-то. Я говорю, зачем вы мне это рассказываете? Я не поняла, что она тихонечко крадется к тому, что ей нужно. И я говорю, ну и что вы сейчас хотите? Вот когда Мише будет 18 лет, он примет сам решение, нужно ему вас увидеть или он не захочет. Она мне пишет, да нет, вы понимаете, я хочу выехать за границу. Она не платит алименты, Мише должны идти какие-то алименты на его личный счет. Вот есть счет ребенка, который до 18 лет считается его подушкой безопасности. Да. Вот, и туда должны, по идее, оказывается, идти алименты от биологической матери. Ну и отца, наверное. И она мне говорит, вы понимаете, меня из страны не выпускают в какую-то там Турцию или куда ей там надо было, просто потому, что у меня есть долги по алиментам. Вы не можете мне написать, что вы не имеете ко мне никаких претензий, или там в органы опеки и все такое, и вот. А она мне еще говорит, вы же, наверное, материнский капитал получили за Мишу? Я говорю, нет, я ничего не получала, у меня все дети взрослые уже, ну, в общем, с другой страны мы приехали, и там я еще и объяснялась. Вот, я говорю, нет, нет, нет. И потом я думаю, что же мне, как ответить? Я ей просто написала, вы мне больше не пишите. Она мне опять пишет, ну, я ее просто заблокировала. И все, вот такая была история. Потом Мишка, наверное, в классе первом он был уже, и он мне сидит как-то вот на ровном месте и говорит, мама, а почему ты меня не забирала долго с детдома? Я говорю, Миш, послушай, я тебе хочу рассказать одну правду, я не знаю, как ты ее поймешь в своем возрасте, но не я тебя родила, я тебя нашла. Говорю, понимаешь, вот в больнице. И рассказала ему всю эту историю. Я говорю, а та женщина, которая тебя родила, она тебя оставила, и все. И поэтому ты был в детском доме. А он так опустил глаза, так молчал, сидел и говорит, а что я такой был плохой и некрасивый, что вот, ну, она так меня взяла и бросила. Я думаю, ну что же ему сказать, вот, ну как? Я говорю, да нет, Мишка, она просто лентяйка была, она не хотела там мыть тебя или еще таскать в раковину. Ну, он маленький был, я его мыла в раковину, носила так. Наверное, она просто лентяйка была. А потом, знаете, у нас был такой случай в Израиле. Ну, Мишка ж там такая звезда, когда все операции сделали, там брали интервью, он делал первые шаги, неизлечимая болезнь по всему миру считается. И доктор просто с риском взялся за эту операцию, и Миша делал первые шаги. Вот, и, значит, была такая ситуация, что брали интервью у Миши на местное израильское радио, русскоговорящее. Ну и, значит, задает ему вопрос такой корреспондент. Она знала, что Миша знает свою историю, и все. И она ему говорит, Миша, скажи, пожалуйста, вот ты вырастешь, и будет такая ситуация, ты встретишь свою биологическую маму, ту, которая тебя родила. Вот что бы ты ей сказал? У меня тогда сердце, по-моему, на эти минуты остановилось. Я была в таком шоке, а Мишка ни на минуту не растерялся. Он такой, как он всегда же, вот эту свою ораторскую позу принял и говорит, а я ей скажу, вот видишь, я хожу. И все, и только я не могу передать, как он это сказал. Он сказал с такой гордостью, что вот он я хороший, я красивый, ты вот зря мне так. И все. Когда родился Миша, был счастлив только Бог, ведь маленький мальчишка тогда и знать не мог, что нету рядом мамы. Он брошен, он один. И холодно, и страшно, ничей не внук, ни сын. А закутанный в пеленку с казенным ярлыком отправили Мишутку в обычный детский дом. Диагноз – неподвижность, ребенок – инвалид. Но рядом с ним Всевышний, он Мише говорит: «Крепись, малыш, будь сильным, ведь ты мое дитя, твоим Отцом Небесным
могу быть только я. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас надеваешь? Это что такое? Это специальные сандалички, которые держат стопу тоже. То есть ему нужно в них максимально находиться. То есть когда у него закончится рост, его рост, тогда уже, конечно, будет проще. А сейчас у него активный рост, и в связи с этим ростом его просто кривит всего. Поэтому сейчас важно сохранить ровные ноги, ровные подошвы, чтобы он вон он, ортез этот большой стоит, чтобы в нем он ходил, нарабатывал мышцы. А скажи, пожалуйста, какие операции были сделаны у Миши? Мише сделали, начать если с первых операций, то это первая операция, это на стопе. Стопы у Мишки были вообще развернуты, можно сказать, в обратную сторону. И они были вот в таком согнутом состоянии, видно, с рождения до 3 лет, они там сами по себе как были, так были. И когда ему в Германии делали вот ножку стопы, чтобы он хотя бы обувь мог одевать, дальше врачи отказались, тоже в Германии отказались. Почему? Вот. Но они сказали, Уже все, что возможно, сделали. все, что можно, мы сделали. Мы, говорит, не можем больше ничего. Болезнь коварная очень, и у него уже была большая такая вот стадия осложнений. Вот эти ножки, это вот сейчас они ровненькие такие, они вот так были. Он просто вот так ровненько не мог сидеть, он перекидывался. Вот тогда мы и поехали в Израиль. Тоже я нашла через интернет больницу. Первый раз нам тоже там отказали в Израиле. И мы уже возвращались домой, и вот заезжали на стену плача. Я говорю, Миш, давай, говорю, просто съездим на стену плача, поблагодарим Бога, что мы были в Израиле, что мы просили, все, что могли, мы сделали. И я думаю, запишу видео, чтобы у него в жизни на память было. И чудо. Мы возвращаемся, где мы там останавливались. Нам вылетать через несколько часов, нам звонят с этой больницы, кто отказали. И говорят, у вас появился уникальный шанс. Прилетает профессор, он израильтянин, но он был в Америке. Он еще раз готов встретиться с вами, посмотреть. Я помню, мы прилетели, это было перед короной, ему посмотрели Мишки ручки и сказали, хорошо, ручку сделаем правую. То есть, но речь шла о кисти, отсюда до сюда. А что было до этого с кистью? Так, пальчики у него были полностью нечувствительные, они не двигались, тут просто как кисточки вот так висели. Сейчас все пальчики двигаются, они стали ровно, они были покореженные, кто куда. Сейчас вот у него ручки работают, он рисует, он управляет планшетом, он ведет свой телеграм-канал, сам пишет, он создает комиксы, сам рисует. Что еще? Лего отлично собирает. Рисую на бумаге. Да, на бумаге. У нас такое хорошее событие случилось. Он начал писать шариковой ручкой. Просто это же давить надо. Он раньше не мог. Мог фломастером, так вот, еле двигая. А сейчас при нажимании он начал писать. Боль это для меня отрывок такого времени, который через какое-то время, малое, большое, неважно, который все равно пройдет. И я это понимаю и просто жду, когда закончится. И все. А вот скажи, вот у тебя ножки бывают так, что, допустим, ты ночью просыпаешься, у тебя болят ножки? Конечно. Как ты с этим справляешься? Если прям уже очень сильно болят, я прошу маму все-таки уже снять эти штучки где-то примерно на 10 минут, чтобы ноги могли передохнуть. А потом, вот если просто обычная боль, то я просто терплю, спокойненько себе лежу. И пока мы ждали заключения, пока мы там находились, это было, наверное, дней, неделя в среднем, закрывают границы. Мы в Израиле. Вы там остаетесь? Нам говорят, выселяйтесь из вот этого, где вы живете, как называется, отель. Вот. А куда они, говорят, улетаете? Выездные рейсы в Россию все едут. Я говорю, Мишка, мы не улетим, потому что если мы улетим, все, ты же знаешь, что нас это там нигде шансы никакие не ждут. Я говорю, мы, Миша, остаемся. А у меня денег $200 в кармане. Ни рубля у меня не было больше. Мы же уже все на последних днях там были. Я помню вот этот день, наверное, тоже буду до 120 помнить. Я помню, как я выходила с вот этого отеля. Коляска, на коляске рюкзачок висит, Мишка, $200 в кармане, я не знаю, куда мне идти.
А там вот такой хаос. В Израиле очень строго это было. Там все закрывалось, даже вот такие вот железными штуками. Иду по улице, все пусто. Я говорю: Мишка, не знаю, где мы будем ночевать. Но если что, мы пойдем на пляж. Там есть такие лежаки. А дальше я не знаю, что мы будем делать. Но я говорю: сейчас что-нибудь придумаю. Ты, говорю, не бойся, я что-нибудь сейчас придумаю. Но мы не улетим. Я, говорю, вспомнила. Я в роддоме в Красноярске работала с одной женщиной. Она какое-то время ездила в Израиль, и даже там сколько-то лет работала, потом опять вернулась в Россию. И у меня был ее телефон, это акушерка. И я ей звоню и говорю: послушай, я знаю, что ты была в Израиле. Ты не 1 год была, 100% у тебя есть какие-то знакомые. Я тебя очень прошу, дай мне кого-нибудь, чтобы нас с Мишкой приютили. Я говорю: хочешь, скажи, я буду делать любую работу, просто пусть нас пустят. Она мне перезванивает. Она говорит: ты знаешь, у меня есть телефон только одного работодателя, он набирает на всякие черные работы людей и дает им какие-то ночлежки. Я говорю: ой, какое счастье. Говорю: дай нам этого работодателя. Звоню работодателю, она сказала, он говорит по-русски. И я ему объясняю: вы знаете, вот я буду мыть все, и мне надо побыть в Израиле. Я уже не помню, что я говорила. А в конце я сказала: ну, у меня со мной там еще ребенок есть. Он, правда, на коляске, ну, ничего страшного, говорю, там, ну, в общем. Он говорит: что? И потом говорит: вы что? Я говорю: мне очень надо, я просто прошу, помогите. Это если мы улетим, ребенок останется без рук, без ног. У него последняя надежда. Я уже не помню, как я его уговаривала. Короче, он приехал, смотрит на нас. Он говорит: у меня есть маленький подвал, я вас могу туда пустить. Вы будете мыть только лестницы там 16-этажных домов. Рассчитывается еще 1500 шекелей, ну, за вот это место. Ну, говорит: мне так ребенок ваш, вот я переживаю. Я говорю: он такой хороший, пока я буду мыть, он посидит. Говорю: да, Миша? Он говорит: да. Пустили в этот подвальчик, правда, там не было ни туалета, ни воды, ничего. Нужно было в соседнюю ходить. У меня есть где-то фотографии, я покажу, где я там на улице нашла детскую ванночку, я в ней мыла Мишку. Я носила ведрами воду. Вот. А когда я уходила мыть, я думала, если он проснется, ну, чтобы кушать, я такие бутылочки ставила, варила жидкую манную кашу и трубочку. Он же не может сам кушать. И он так лежа лежит, он просыпается, если он прям с бутылочки попьет, и в планшетике мне пишет сообщение: мама, я проснулся. Написать Либо он. мама иногда Он вместо так главы. описал, он раньше вот этим местом тыкал там, ну, одно слово он как бы мог написать. Сейчас-то он строчит стилусом и ручкой, и все. Мы 8 месяцев так жили одни, я мыла эти лестницы. У меня, я помню, эти кроссовки порвались, было так холодно, это был февраль. А у нас ни одеяло, ничего, одно нам дали, ну и денег, естественно, же не было. Там, что я зарабатывала, мы отдавали за жилье и вот какая-то еда. И мы укрывались моим плащом. Как сейчас помню, спали вдвоем. Нам вообще-то дали 2 раскладушки, но та оказалась деревянная и поломанная. И мы лежали вдвоем под плащом, вот так вот. Ручки. Дали согласие на 1 ручку только, потому что в ней нашли больше надежды. В каждый пальчик пересадили нервы. Ой, это было... Тут стояли огромные железные спицы. Это были сильнейшие боли. Это месяц, ни одной ночи не спали мы вдвоем с ним, потому что руку я ему держала так. Малейшее пошевелиться, это была сильнейшая боль. Случилось осложнение из-за того, что тут атрофированная кожа, локоть-то сделали, кожица поднатянулась и разошлось сухожилие. Делали еще одну тяжелую операцию, это было осложнение, и была серьезная операция, был Мишка в реанимации. Ну, все сделали, вот эту ручку. 2-ю ручку тоже сделали локоть. Вот, все его руки – это я держу. Ну, вот и ходунки, которые мы сейчас ждем, которые будут держать тело и подручки, редкостные ходунки, которых не было вообще нигде. Они его будут просто держать весь его вверх, и он будет развивать ножки. То есть тут надо и за руки не забывать, и за ноги не забывать. Мы развили вот эту часть ножек после операции. С ножками история была вообще очень тяжелая. Там категорически никто не брался. И вот только один доктор в Израиле сказал: берусь, но есть риски. Риски такие, что 50 на 50. Ну, мы рискнули. Сказали, что все. Я прям уверена была, что у него все получится. Вот, прооперировали Мишки. Вначале 1 ножку прооперировали, следом прооперировали 2-ю. И на 4-й день
3-4 день Мишка встал впервые в своей жизни на ноги. У меня есть видео. Показывали по израильским каналам, потому что это редчайшее заболевание, его не берутся оперировать, но доктор рискнул, взял, и это было чудо. Он, ну, там видно, как он вышагивает, он впервые принял вертикальное положение, то есть до 9 лет Миша лежал. В 9 лет Мишка, вот сейчас ему 13 лет будет уже в октябре, в 9 лет он встал на свои ножки и чеканил шаги. Потом уже реабилитация была, и вот эта часть отсюда до сюда, она сейчас очень... Маш, у меня все хорошо. Операция прошла успешно. Ты веришь в Бога? Да. Ты часто к Нему обращаешься, Да. Миш? Очень часто. Каждое утро. А что ты просишь у Бога, Миш? Во-первых, чтобы братья, мама, сестры были счастливы. Ну, во-вторых, чтобы я мог уже потихонечку, чтобы я научился хотя бы ходить как-то нормально. Ну, а второе, конечно, и вторым, тоже на том же самом месте, я молюсь за то, чтобы помогли нам с мамой. Это если мама уже попросит, то у меня это входит в привычку, что надо вот в каждом дне это молиться. Каждое утро. Угу. В чем смысл жизни твой, Миш? Как ты вот считаешь? Сложный вопрос, он, наверное, больше для взрослых людей. Но вот как ты считаешь? В чем смысл жизни человека? В чем смысл жизни человека? Смысл жизни человека в том, чтобы понять, что ты сделал не так, и это осознать в будущем, чтобы понять, что ты не настолько идеален, но понимать, что ты не ничтожен. То есть не считать себя и ничтожеством, и идеальным. Угу. Осознать это. Осознать. Осознать, кто ты есть, да? Сильно. Ты в каком классе учишься? 4. Что это за школа? Ай-школа. Что это такое ай-школа? Никто не знает, что такое ай-школа. Школа технологии обучения. Ага. То есть это школа индивидуальная для детей, кто много чего не может, кто ходить не может, у кого может проблемы с речью. Там, то есть, все приспособлено так, что даже человек, который говорить не может, он может просто показать на алфавите, там специально ему досточку выдадут. Он просто покажет пальцем на одну букву и может так составить слова. И там есть специальная новая функция даже, то, что можно глазами просто в мыслях думать, и тогда это все печатается. Если там... Да ты что? Да, если там включить это сразу. Ага. То Вот есть, так. как интересно. Ли, у вас здесь очень много разных приспособлений. Так, давайте рассказывайте, показывайте. Значит, вот это тутара, Тутара, да, в которых Мишка живет сейчас. То есть, чтобы ножки правильной формы, чтобы они выравнивались, и днем, да? и ночью. И днем, и ночью. Что дает ребенку семья? Во-первых, все-таки дает какую-то все-таки жизненную цель. Основу такой, фундамент, да? Да. Закладывает. Во-первых, дает жизненную цель и вообще смысл жить. Вторым же понимать, что нужно оценить свою жизнь и любить тех, кто рядом с тобой. Ну а почему все-таки зачем мама, зачем папа, зачем братья и сестры?
Потому что именно они тебе дают то детство, о котором не каждый ребенок может даже мечтать. Ну а как ты считаешь, вообще должны быть детские дома в России? Или все-таки что-то нужно сделать такое, чтобы их не было? Во-первых, если люди станут очень добрыми, то и не будет смысла строить даже эти дома, потому что тогда не будет смысла куда-то отдавать ребенка. Миш, скажи, ты гулять любишь? Гулять пойдем? Да. Пойдешь гулять? Да? На это? Все, может быть, тогда поехали? Поехали. Ой, Поехали сейчас гулять. покажу, как Сейчас мы покажем, я как сажу. Лия с Мишей передвигаются Да. в подъезде. Насколько у нас доступная среда, Лия? Доступная? Недоступная? Вообще нисколечко. Недоступная, да? Мишечка, давай потом Все-таки одеваемся. ничего у нас, да? Ну, что-то есть, но... Ну, да, что-то есть, но мы как бы принимаем это к сердцу, что это нам доступно. Но это доступно утром, когда у меня спина не разгибается, вот Да. это доступно уже, ты понимаешь. Так, сейчас я покажу, как я одеваю Мишу. Ну, на коляску сажу сразу, потому что в одежде это будет еще тяжелее. Так. Опа, вот так коленкой, потому что по-другому. И вот так я напрягаюсь, и мне немножко легче. Мишка весит 38 килограмм. Вот. Так, ботиночки. Это у нас несложная часть процесса. Самая сложная – это куртка. Да, сейчас, конечно. Мишка сам одеваться не может, конечно же. Тут я пальчик. Все, тут еще ногу надо уметь уложить правильно. Все. Так, палец не так сядет. Так. Так, вот куртка. Короче, тут одеть надо уметь. Вот так. Ручки не поднимаются из-за того, что вот тут есть проблема, которую не исправить. То есть поднять руки над головой для Миши это проблема, да? Так, так. И теперь вот так. И теперь вот так. И все. Ну, сейчас вот будем пытаться выезжать. Это будет самое сложное. Слава Богу, что есть коляска эта. Потому что на той коляске, которую рукой толкаешь, уже ощутимо в одежде. Очень бывает трудно тащить Мишу. Подрос он. Все? Собираемся на улицу? Да? Так, включаем. С тормозов снимаем. Все, ну сейчас... Да, вон он, видишь, как красиво разъезжает. Он большой молодец, что разработал хорошо ручку свою правую. Ладно, давай я вот так. Давай, я смотрю. Нет, врезаешься, Миш, чуть-чуть вперед. Врезаюсь. Давай. Теперь разгон набирай, иначе ты... Не надо. Давай. Так, теперь как-то туда протиснуться надо. Давай. Подожди, нога. Нет, зачем? Она же... Давай я тебя страхую. Лео, у вас невероятная связь с Мишей. Это было с первого дня? Я Всегда такое думаю, было понимание? Я Или думаю, это воспитание ли? Да нет, наверное, мне в последнее время начинает пониматься, да, то, что как будто через Мишу, наоборот, меня воспитывает. Почему? Потому что с первого дня вот наша встреча, она как будто уже мне показалась предначертанной. То, что я Мишу забрала, сама того от себя не ожидая, это тоже как будто уже было решено. Потому что, ну, так сложились все обстоятельства. И даже не знаю, но мы с Мишкой, мы в большой гармонии. Вот даже есть такие моменты, где-то он, ну, как одноклассников потрунивает, то-то.
А у меня за него не то, что вот там повоспитывать, посидеть, там что-то, почитать какие-то морали, у меня включается переживание за него. То есть у меня всегда такое чувство, что я его должна во взрослую жизнь отправить, ну, более или менее защищенным. Я ему всегда говорю: Мишенька, ты должен быть очень добрым. Люди должны тянуться к тебе и чувствовать от тебя тепло и доброту, потому что только этим ты будешь спасен и будешь жить. И многие люди просто должны греться от тебя. В другом случае, говорю, ты понимаешь, тебе будет очень больно и тяжело в жизни, а я не хочу. Ты должен это понимать, что моя задача — уберечь тебя от всякой боли, которая может в твою жизнь прийти. И как воспитать так ребенка, да, тем более вот ребенка с инвалидностью, чтобы он не чувствовал себя каким-то вот, ну, каким-то обделенным, что ли, да, то есть чтобы он чувствовал себя полноценной личностью, полноценным членом этого общества. Это же нужно вот как-то все время с этим работать. Я думаю, взрослому самое важное, взрослый это может сделать, придумать то, что его будет, чтобы он был нужным. Всегда чувствует эту поддержку. Да, хвалить, защищать и самое главное ему объяснять. Миша, он понимает все с языка. Ему не нужно там тон повышать или еще что-то. Его нужно наоборот посадить и говорить с ним тихо, смотреть в его глаза. Он все поймет. Мне кажется, что вот действительно вся ваша жизнь – это череда каких-то интересных встреч, через которые происходят чудеса в жизни Миши. Это вообще удивительно. Я уже начинаю привыкать к чудесам. Немножко, да. Потому что вот они просто на каждом шагу, в каждой мелочи. И даже вот мы ступили на землю обетованную, не зная ни одного человека, находится человек, который нас приютил. Мы живем 8 месяцев в каком-то подвале. Находятся люди, которые дают нам еду. Вдруг случайно кто-то мне дает телефон волонтеров, которые привозят нам не только еду, они нас везут к доктору, который дал обещание ручку. Они беседуют с доктором, рассказывают о нас, что мы 8 месяцев, вот так, ну, надо было видеть нас тогда. Да. Вот такие. Доктор плачет, доктор плакал, прям срезает счет наполовину, как для гражданина Израиля. И вот бывают такие ситуации, что я сижу, я просто, мне одной, правда, очень трудно, мне неоткуда ждать помощи, и я всегда надеюсь только на свои силы, но теперь я надеюсь на чудо, которое постоянно с нами. Я вот сижу, и оно как-то само приходит, прям решение в голову, как какая-то подсказка. Обратись, попроси помощи. Мише никогда не откажет Господь. И это действительно большое чудо. Я не знаю, вот сколько было у Миши ситуаций, и большим чудом приходили в жизнь Миши люди, благодаря именно, наверное, помощи Всевышнего через руки этих людей Миша сейчас и ходит, Миша сейчас и пишет, потому что, чтобы все это сделать, я бы одна, конечно, не смогла. Я бы не справилась, об этом речи не может быть. Миш, что для тебя значит чудо в жизни? В первую очередь для меня чудо — это то, что я попал в семью, то, что у меня есть мама, братья и сестры. Это самое главное. О чем ты мечтаешь в своей жизни? Наверное, ходить. Давай самую заветную мечту, давай. Наверное, ходить. Так, давай. Без приспособлений. Миша, кем ты хочешь стать в будущем? Рассказывай. Поваром. А какое твое самое любимое блюдо? Пицца. Пицца. А что-нибудь ты уже готовил? Сам можешь готовить? Или не получается еще? Пока что я ничего не готовил, но я многие кулинарные каналы смотрю. О, это, кстати, хорошо. О чем ты, я знаю, что у тебя есть свой канал, о чем ты хочешь донести своим подписчикам, своим зрителям? Какую самую главную мысль? Наверное, я хочу донести, что в мире твоем должно быть все прекрасно. И нужно радоваться жизни, пока есть возможность, пока есть время. Миш, давай, самое большое счастье
в твоей жизни? То, что я попала в семью. И скажи, пожалуйста, какое будущее ты видишь у Миши, для Миши? Но я думаю, Кем что вообще ты его я его вижу человеком, несущим добро людям. Я думаю, Бог ему и дал этот дар. Он как философ по сути своей, да, он может успокоить, он может поговорить, он может к себе расположить людей. Я его вижу, наверное, скорее всего, учителем. Когда он был маленький, он мечтал быть поваром. Все время говорю, что за идея-то такая? Он поваром. А в какой-то момент, и все чаще и чаще, он мне говорит: мам, а я хочу быть учителем. Мне, говорит, нравится, только я хочу учить деток. А хочу учить таких деток, которые чего-то стесняются или боятся. Это вот его мечта. И я его вижу прекрасным учителем, потому что он не просто знания какие-то будет давать, он умеет понять, он умеет поддержать, он умеет убедить как-то. И где они играют, вот дети, я всегда смотрю, вокруг Миши очень много детей. Его любят в школе детки, все время ему что-то дарят, рядышком с ним пытаются, вот когда он перемещается, ходить. Я думаю, это учитель, наставник. Но, может быть, что-то вот в этом направлении. Миш, скажи, пожалуйста, как тебя воспитывает мама? Ну, мама меня иногда просто учит, она мне, допустим, говорит, если я что-то неправильно вот сделал, сказал, если что-то не захотел сделать, допустим. И она со мной об этом беседует, говорит, что вот так лучше не говорить, сказать как-то по-другому. Или если я ленюсь, то нужно дойти до своей цели до конца, потому что когда я это сделаю, моя жизнь станет еще лучше. Ну, абсолютно правильно она говорит. Скажи, Миша, а мама тебя часто жалеет? Ну, да. Ну, не всегда, но она всегда меня поддерживает, если у меня что-то не получается. А ты сам себя часто жалеешь? Говоришь, вот у меня там это болит, у меня это. Вот Нет. это чувство жалости, оно где-то присутствует, нет? Не жалеешь себя? Нет, только если редко-редко. Вы знаете, полоса препятствий – это Мишина реальность, это его жизнь. Но он, несмотря на то, что маленький, этих препятствий не боится. Он очень сильный и очень храбрый. И самое главное, у него есть мама Лея, которая всегда рядом с ним. Если вам понравился этот фильм, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и оставайтесь всегда такими же неравнодушными, как мы с мамой.